Ух ты, ставрида какая! Отличное дополнение к нашему ужину. Всем привет! С вами снова Мировая рыбалка с Фаворит. Ни для кого не секрет, что сейчас мы разрабатываем спиннинги практически для всего мира, для любых условий, в том числе и для морской рыбалки. И сейчас мы направляемся к скалистому побережью Адриатики, где мы хотим испробовать наши спиннинги в деле. Компанию в этом путешествии мне составит один из самых ярых приверженцев морской ловли, мой друг Роман. Самым ярым ты, наверное, перегнул, но то, что цепануло, действительно цепануло. Да, морская рыбалка — это такая вещь, которая увлекает просто буквально с первых забросов. Перед этим путешествием, наверное, 2 недели мне снились огромные луфари, барракуды и другие рыбы, которых, я надеюсь, мы сможем поймать. Итак, конечная точка путешествия — Черногория. Я пошел собирать снег. Наконец-то мы добрались до места, и оно полностью оправдало мои ожидания. Это место, эту точку я присмотрел еще на Google картах, и оно привлекло меня прежде всего тем, что здесь глубины подходят очень близко к берегу. Соответственно, это место очень хорошо подходит для ловли джиггингом. Кроме того, здесь есть небольшая бухточка, где можно рокфишить, если не будет ловиться крупная рыба. А также мне этот кемпинг очень нравится тем, что можно подъехать к самому берегу и поставить палатку прямо вот с видом на море. Я смотрю, Рома уже побежал собирать снасти. Мне тоже уже просто не терпится начать рыбалку, но все-таки нам надо в первую очередь поставить лагерь, чем мы сейчас и займемся.
Морская береговая рыбалка – это постоянный поиск новых точек, постоянные перемещения. Если мы говорим о джиггинге, допустим, это скалы, часто отвесные скалы, что очень затрудняет передвижение. Поэтому очень важный вопрос – это наша экипировка. Казалось бы, мы едем на море, но ни в коем случае нельзя одевать шлепанцы. Должна быть хорошая обувь с фиксацией голеностопа, с мощной подошвой, потому что постоянно приходится прыгать вот в таких условиях по камням и чуть ли не лезть на скалы. Хочу буквально несколько слов сказать о том, что такое этот шорт-джиггинг, которым мы будем заниматься. Во-первых, слово шорт с английского переводится как береговой, то есть это береговая ловля. А насчет джиггинга. Часто возникает путаница, когда мы видим надпись на удилище джиггинг и думаем, что оно предназначено для джиговой ловли. Но на самом деле между нашей джиговой ловлей и морским джиггингом практически нет ничего общего. Джиггинг – это ловля на металлические приманки, пилькеры. Они бывают двух типов. Это fast jigging, то есть быстрый, а также slow jigging, то есть медленный. Отличие в том, что приманка типа fast практически не имеет своей игры. И игру задаем мы. Причем эта игра достаточно резкая и амплитудная. То есть, если, скажем, обычный наш рыболов со стороны увидит человека, который занимается морским джиггингом, он может подумать, что на самом деле этот человек просто багрит рыбу. Но ничего общего с багрением здесь нет, потому что используются не тройные крючки, а так называемые ассист крючки. Это вот такие одинарники на специальных поводках плетеных. Во-вторых, мы ловим пелагическую в основном рыбу морскую, которая сама по себе быстрая, она охотится в толще воды и привыкла догонять такую же пелагическую кормовую рыбу. Лучше всего поиск осуществлять с помощью быстрого джига. Мы опускаем приманку на дно, начинаем серией резких рывков ее поднимать. Таким образом мы можем пробить глубину буквально 40 метров за несколько фаз проводки. Отличие же медленного джига в том, что мы можем его задержать дольше на какой-то одной глубине, на каком-то одном горизонте. Допустим, если мы ловим придонную рыбу, нам лучше использовать слоу, потому что мы можем задержать приманку над дном. Ну, это зависит, естественно, от условий, а также от вида ловли, от вида рыбы, которую мы хотим поймать. Если это тунец, амберджек или другие пелагические рыбы, то мы используем fast jig. Если это придонные рыбы, например, как группер, мы используем медленный джиг. Естественно, это не правило, не аксиома. Из любого правила бывают исключения, поэтому, как в любом другом виде ловли, нужно экспериментировать, пробовать и такие варианты, и другие варианты. Чем мы сейчас и займемся. Удилище должно обладать быстрым строем, но при этом кончик должен быть достаточно отзывчивый, то есть он должен отзываться на каждое движение, как бы синхронизируясь с движениями
джиги в воде, то есть она должна просто вот скакать. Я собрал себе снасть для мощного тяжелого джигинга. Это прототип удилища Shooter 98 до 80 грамм. Катушка 4000, шнур стоит 2,5 по японской нумерации. Я считаю, это разумный максимум. То есть можно поставить больше, возможно, клюнет очень крупная рыба, но с таким шнуром будет тяжело достичь дна на большой глубине. И опять же тяжело сделать проводку за счет сопротивления. Ты знаешь, может какую-то рыбу, какую-то кефаль за бок, но не сопротивляется. Ух ты, ставрида какая-то! Говорю, за бок. Огромная ставрида, просто огромная. То есть я ловил много. Это, скажем, близкий родственник аджи, которую мы ловили в Японии. Ставрида – стайная промысловая рыба, встречающаяся практически во всех уголках Мирового океана. Достигает размеров от 20 до 50 сантиметров и средней массы около 300 грамм. Питается планктоном и мелкой рыбой в пределах континентального шельфа и является важным объектом пищевой цепи для крупных морских хищников. Размеры просто потрясающие. К сожалению, я ее зацепил за жабру, и она, похоже, не выживет. Она вся в крови. Но я думаю, это будет отличное дополнение к нашему ужину. Как оказалось, места здесь достаточно разнообразные. Мы дошли до Большого залива с волнорезом на входе в него. Причем попали мы сюда в самое нужное время. Сейчас как раз начинаются сумерки, это час волка. А сибаса часто называют морским волком. Его мы и попробуем поймать. Кроме того, сюда может выходить на кормежку луфарь, по-английски bluefish. Будем использовать воблеры Minnow, а также попперы. Для этого я выбрал свой средний комплект. Это удилище Shooter 96 до 35 грамм. Он отлично справляется с забросом, например, 140-х воблеров, как этот Tide Minnow. Сейчас будем пробовать ловить.
Классическая приманка для ловли сибаса — это воблер Minnow. Как правило, они немножко отличаются от воблеров, которые мы используем для ловли щуки. Это более узкие, более тонкие, причем часто очень длинные, то есть до 20 сантиметров длиной. Воблеры проводку используют разную, очень часто используют равномерку, но в то же время есть приверженцы твичинга, то есть рывковой проводки. Но, скажем так, главное отличие морских проводок от пресноводных — это скорость. То есть, как правило, морские воблеры мы ведем с повышенной скоростью. Это касается и равномерки, это касается и твичинга. Но бывают и исключения. Допустим, в прошлый раз, когда я ловил сибаса в Греции, у меня сработала наоборот очень медленная умирающая проводка. Такая, которой мы ловим обычно неактивную щуку. То есть длинные паузы, легенькие рывочки, подтяжки. Поэтому всегда нужно экспериментировать, чем мы сейчас и занимаемся. Пока, правда, безуспешно. Наступила ночь, но поклевок мы таки не получили. Не знаю, по какой-то причине. Возможно, рыба не зашла в этот залив за стаями кормовой рыбы. Возможно, она просто неактивна. Вот. Сегодня все-таки первый день. Мы с дороги проехали 2000 километров. Скорее всего, мы пойдем отдыхать. И встанем завтра утром и продолжим. Разыгрался нешуточный шторм. Для пресноводного рыбака кажется невозможным ловить в таких условиях. Но это море, здесь законы свои. Наоборот, как раз под берегом держится рыба, потому что вода здесь насыщена кислородом. Подходит мелкая рыба, за ней подходит и хищник, которому гораздо проще поймать кормовую рыбу в этой пене. В таких условиях лучше всего использовать воблеры Minnow, небольшие тонущие стики, а также силиконовые приманки на джиг-головках. Но не классический джиг, а специальные так называемые свим-головки треугольной формы. Приступим! Поклевка! Вот это удар был! Только что вот прямо в этой пене на тонущий воблер Minnow у меня случилась поклевка. Сильный достаточно удар. Я думаю, скорее всего, это сибас. Ловить очень тяжело, потому что волны часто просто окатывают с ног до головы, поэтому пытаюсь успеть, пока не пришла большая волна,
сделать очередную проводку. Очень драйвовая рыбалка. Волны в 3 роста человека. Эмоции просто захлестывают. Если рыба атакует воблер, эти удары невероятной силы. Постоянно страшно, потому что волна может тебя накрыть. Нужно много перемещаться. Хорошо, что я заблаговременно оставил телефон на берегу, точнее в машине. И на самом деле такая рыбалка может быть даже опасной, поэтому нужно одевать спасательный жилет. Слава богу, здесь пляж, как бы он пологий, и в принципе, ну, мало шансов, что унесет в море. Но если это рыбалка со скал, такое падение могло бы быть просто фатальным. Like, oh, you don't care. You see me dictating my moves like, oh, you don't care. Times like passenger flights, these memories will never come again. I see you, oh, I see you. Genuine, so hard just to find the person you would keep up in your brain. Шторм все сильнее и сильнее, поклевок мы больше не получили, промокли до нитки, поэтому я думаю, мы сейчас переоденемся и поищем какое-то тихое место для рокфишинга.